صباح النصر، صباح التفاؤل. الله محيي الجيش العربي اللي حامي سوريا، الله محيي الجيش السوري رمز الوحدة الوطنية. После того, как второй танк ушел с поля боя, его место занимает четвертый. У него аналогичная задача – контролировать правый сектор атаки. Камера на первом танке фиксирует взрыв возле частного сектора. Четвертый экипаж наносит удар по правой стороне здания бизнес-центра. Очередная бомба артиллеристов прилетает в частный сектор, прилегающий к школе и бизнес-центру. — 15 секунд и детонация. Сейчас солдаты внутри бизнес-центра зачищают первый этаж и проверяют, есть ли на остальных этажах боевики. Изнутри следует рапорта, что обнаружены тела убитых боевиков. Также пехотинцы докладывают, что на верхних этажах осталось около десятка боевиков. Они прячутся и отстреливаются. Это очередная детонация артиллерийской мины. Танкисты скрывают свою машину за забором. Это необходимо, чтобы боевики из правых бизнес-центров не навели на него противотанковый ракетный комплекс. Первый танк сдает назад. Еще одна бомба от артиллеристов. Эти подрывы бомб призваны обвалить подземный ход, который ведет в Джобр. Одновременно разрушаются окопы и блиндажи, граничащие с бизнес-центром. Один из танков ставит дымовую завесу, чтобы замаскировать движение штурмовых групп в здании делового центра.
В это время Шилку переводят на другой фланг атаки, где для нее подготовлена специальная насыпь, с которой она сможет бить через площадь у торговых центров по частному сектору. Это необходимо, чтобы прикрыть 4-й танк на поле боя. От частного сектора до бронемашины 400 метров. Это хорошая дистанция для использования противотанкового ракетного комплекса. Чтобы помешать боевикам, Шилка поднимается на насыпь и подавляет возможные огневые точки с противотанковыми ракетными комплексами. Эти взрывы имеют достаточную мощность, чтобы после нескольких повторений произошел обвал подземного туннеля. Четвертый танк бьет по бизнес-центру справа. Удар, отход. Экипаж снова скрывает корпус танка за забором. Сейчас танкисты выполняют задачу поддержки пехоты, по ее требованию нанося удары по заданным координатам. Так сейчас 1-й и 4-й танки бьют по своим целям, которые сообщили им пехотинцы. Хорошо скоординированные действия разных подразделений сирийской армии обеспечивают минимальные потери в этих сложных боях в условиях города. Получив информацию от пехоты, офицер дает команду танкистам выдвинуться вперед и нанести удар по 2-му этажу строения. Ситуация в бизнес-центре может поменяться в любую секунду. После танковых выстрелов оголились укрепления боевиков, и пехотинцы из школы пулеметным огнем зачищают позиции противника. С обратной стороны бизнес-центра есть линия окопов, которая позволяет боевикам подходить к зданию. Именно эти окопы должны уничтожить артиллеристы и танкисты. Пехотинцы докладывают, что бизнес-центр под контролем. Теперь задача пехотных подразделений закрепиться и не дать возможности боевикам контратаковать. Еще один залп танка. Позиция разбита.
Пехотинцы сейчас приступят к дальнейшей зачистке бизнес-центра со стороны Джобара. Третий. После нанесения удара офицер дает команду обоим танкам отойти назад. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов. Анна Ньюс, Дамаск, Сирия. Сейчас пехотинцы находятся в передней части бизнес-центра. Задняя часть бизнес-центра является как бы ничейной территорией. Пехотинцы, находящиеся в корпусах школы, не имеют возможности простреливать первый этаж бизнес-центра с тыльной стороны. Чтобы исправить эту ситуацию, танкисты корпусом своей машины выдавливают кусок забора, открывая тем самым сектор для обстрела пехоте. Разрушив одну часть забора, танкисты отходят и наносят удар по бизнес-центру. Произведя залп по предполагаемым позициям гранатометчиков, танк ломает еще кусок забора и снова стреляет для зачистки первого этажа. Еще один выстрел. Отлично. Еще один выстрел туда. Следи за частным сектором. Следи за частным сектором, чтобы не попытались ударить по вам. Танкисты выискивают цель и ведут беспокоящий огонь из пулемета. Третий, отходи. Отходи назад. Давай назад. Ближе. Еще. Еще давай назад. Хорошо. Все, стой. Влево бери, влево. Все, стой. Давай назад еще чуть-чуть. Стоп. Первый танк остается на линии огня. Экипаж внимательно следит за частным сектором впереди. Первый огонь. Выстрел, отход. Четвертый, отойди назад. Первый налево. Налево. Третий, контролируй второй этаж. Контролируй второй этаж. Первый назад. Первый, пошел. Пошел. Давай, уходи. Вперед. Пошел, пошел. Отлично. Давай вперед иди. Отлично, отлично. Молодцы, ребята. Дымовую завесу включай. Давай, пошел. Первый танк покидает поле боя. Экипаж отлично справился с поставленной задачей. Разбиты коммуникации боевиков. Пехоте созданы условия для эффективного обстрела боевиков.
Подавлены огневые точки в частном секторе. Теперь очередь с 3-го танка отходить с поля боя. Теперь очередь с 3-го танка отходить с поля боя. Выйдя с территории школы, 3-я машина берет на прицел бизнес-центр. Под прикрытием этого выстрела выдвигается 4-й танк и тоже организованно отходит с поля боя. Танкисты на сегодня выполнили поставленные боевые задачи. Они обеспечили проход пехоты в бизнес-центр, расширили сектор обстрела для солдат, находящихся в корпусах школы, подавили выявленные огневые точки, уничтожили позиции в деловом центре и в частном секторе, примыкающих к школе. Шилка сейчас продолжает накрывать огневые точки противника в домах рядом с учебным заведением. Скорострельность ее стволов позволяет доставать боевиков и уничтожать их позиции. На сегодня операция закончена. Здание бизнес-центра очищено от боевиков. Обнаружены тоннели, ведущие в сторону центра Джобара. Планируются дальнейшие действия по расчленению и уничтожению группировки боевиков в Джобаре. Боевики понесли потери в живой силе на позициях бизнес-центра, частного сектора и высоток за частным сектором. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Анна Ньюс, Дамаск, Сирия.